Всем привет, с вами Дэн. Я вам сегодня покажу целых 3 модели от Seagull, включая Tourbillon. И, кстати говоря, в Китае в этом году отмечают 70-летие часовой промышленности, а ведь Seagull, между прочим, уже достаточно давно крупнейший в мире производитель часовых механизмов, производит 1/4 всех механизмов в мире. Продукция, кстати говоря, разрабатывается, естественно, и производится полностью в Китае. Это полная мануфактура полого цикла. И, кстати говоря, Seagull — это не только доступные массовые калибры. С 2007 года в арсенале компании есть уже и мануфактурные часы категории Grand Complication, которые совмещают Tourbillon с репетиром и вечным календарем. И, кстати говоря, отличная новость, потому что Seagull теперь можно будет приобрести в сети магазинов Best Watch, в том числе на официальном сайте, и горячие новинки и хиты бренда уже есть в наличии. Ну что ж, а начнем мы вот с этих 2 моделей. Давайте коробочки открывать, смотреть, что там внутри. Так, в комплекте ремешочек. Второй. Опа! А это же культовый хронограф Seagull. Да. И, наконец-то, оригиналы пришли в Россию. Ну, инструкцию в сторонку, потому что посмотрите, какая красотулечка здесь, а? Вот это да. Ну, давайте, наверное, начнем с классики, а именно культовой классики. Это такой уже культовый хронограф от Seagull на калибре, наверное, одним из самых известных в мире хронографов. Здесь ручной подзавод у хронографа Seagull ST1901. 22 камня, ну здесь задняя крышка непрозрачная, зато здесь гравировка, что он с 1963 года, сталь, 30 метров водозащиты, то есть в принципе под дождь попасть, руки помыть, и купольное сапфировое стекло. Конечно, красавцы неописуемые, знаете, здесь очень интересный оттенок в этой версии, он такой золотисто-бронзовый, я бы сказал, очень такой серьезный, очень сдержанный, и вот в этой версии я их еще ни разу не видел. И тем более ни разу вам не показывал. Ну, по механизму здесь 22 камня, 21 600 полуколебаний в час и 42 часа запас хода. Очень надежный, я бы сказал, как танк хронограф здесь, если он изначально нормально собран. А у нас же он собран на мануфактуре Seagull, то, конечно же, неубиваемый абсолютно. Ну и в этой версии, слушайте, ну, классика хороша, классика хороша. И чувствуется, во-первых, и сразу понятно, что это Seagull, сразу понятно, что это винтаж. А винтаж сейчас, как вы понимаете, уже который год на ходу. Да, и размерчики здесь небольшие. Давайте прям посмотрим по корпусу. Так, 39 с небольшим, меньше, чем 40 миллиметров. Высота, ну здесь стекло очень высокое. 14,2 без стекла, слушайте, я думаю, здесь будет где-нибудь 11. Да, 11 от ушка до ушка, сколько там у нас? 20. Точнее по ремешку 20, ну и от ушка до ушка 45,2. Размеры универсальные, максимально универсальные. Мое запястье 18,5, ну и как вы понимаете, слушайте, посадка шикарная. И знаете сейчас, что бросилось? Не в глаза даже, а в запястье, по ощущениям, очень приятный ремешок, очень классный ремешок. Вот на этом матовом черном ремешке здесь только прострочка, да, как-то вот немножко бросается в глаза. А так он абсолютно на себя внимание не перетягивает. И как для милитари модели, как для милитари хронографа, это прям правильно. Мне кажется, это лучше, что к нему должно именно подходить. И именно вот к этому оттенку циферблата. Да, в комплекте есть еще про запас такой натовский светло-зеленый ремешок. Ну, понятно, хорошо будет смотреться. Это классика для этого хронографа. Но я всегда говорил, что мне хотелось бы его как раз видеть на матовом ремешке. Вот на таком тонком, очень аккуратном, очень приятном кожаном ремне. Это прям самое то. Но он по-другому выглядит. Он сочнее, он увереннее, он взрослее, если хотите. Классно сделали, молодцы. Корпус здесь полностью зеркальная полировка, дань традициям, я бы сказал. Накладные метки, золотистые такие здесь цифры плюс метки. Красная звезда Seagull по центру, где у нас логотип располагается. Ну и классические
стрелки, длинные, тонкие. Центральная секунда уже хронографа, разметка 60 секунд, это у нас основная секунда, здесь секунды хронографа и разметка 30 минут. В общем, хронограф панда, да, но здесь не контрастная панда, но при этом за счет того, что всего два субциферблата, по читаемости вопросов никаких абсолютно нет. Ну и база здесь есть. Все-таки 30-минутный счетчик хронографа — это, наверное, максимум, что кому-то в современном мире вдруг потребуется. Давайте сбросим. Опа, отлично. И, казалось бы, здесь достаточно простой циферблат, но если всматриваться, то нет. Посмотрите, у нас манежи отдельно выделены, да, такие синие красивые стрелки, яркие, которые при определенном освещении превращаются практически в черные. И зеркальные полировки золотистых меток здесь. Ну и красная звезда. Очень приятно, качественно сделан циферблат. Ну, собственно, мы другого от Seagull-то и не знаем. Ну, задняя крышка с гравировкой. Конечно, может быть, было бы интересно смотреть на механизм, но у Seagull именно эта модель всегда идет с глухой задней крышкой. Некоторые фанаты даже дополнительно уже делают, где-нибудь заказывают прозрачную заднюю крышку. Но классика, она именно такая. Вес здесь небольшой, 72 грамма, так что на каждый день вполне себе подойдет. Следующая модель, которую сегодня я вам покажу, это Moonphase. Часы с индикацией фаз Луны, и это, конечно же, отличный костюмник. И в целом, посмотрите, какие они красивые. Градиент из темно-синего переходит прям в черный. А посмотрите, какой паттерн на циферблате. Накладные метки, граненые. Все переливается, все отражает свет. И также накладные здесь еще и цифры по индикации лунных фаз. Но при этом там есть еще и отметка даты. У нас дата реализована в винтажном стиле. Хорошо. И часы, минуты и секунды. Гордая надпись Made in China. Полностью полированы здесь метки и стрелки. Нет люма, что мне кажется правильным именно вот для такой модели. И двойное сочетание. Зеркальная полировка по ранту идет и по верхней части корпуса, и сатинирование идет по нижней части корпуса и по верхней части ушек. Ушки многогранные. Я прям уже вижу все в отражении. Вот это хорошо. Ну, Seagull умеет, конечно же, делать превосходное качество отделки часов. Эта модель не исключение. И сзади можно еще и механизм рассмотреть. Здесь калибр ST1818, 22 камня. 28 800 полуколебаний в час и запас хода примерно 42 часа. Как уже сказал, здесь дата есть в малом субциферблате, фазы Луны, корпус из стали 316L и кожаный ремешок у нас идет такого тоже темно-синего цвета. Давайте посмотрим по размерчикам. И это немаловажно. 40 ровно миллиметров по диаметру, высота 11,5. 20 у нас получается, да, по ремешочку. И от ушка до ушка сколько? 45,5. Вполне себе стандартные такие средние размеры, поэтому подойдут как на небольшое запястье, так и на крупное. Мое 18,5, если вы вдруг не знаете. И да, посадка приятная, ремешок к корпусу крепится достаточно низко, поэтому сразу так аккуратно обхватывает запястье. Ремешок мягкий, приятный. Слушайте, хорошо, Ну и какие они красавцы-то, И когда солнышко выйдет, наконец, у нас в Москве, так, я думаю, будет прям блестеть, очень красиво переливаться. Ну, это такой хороший повседневник, и вполне себе и на вечер часы, да, и у них есть, конечно же, толика роскоши, потому что фаза Луны — это, в принципе, уже такое усложнение для красоты, я скажу, на самом деле. Многие ценители часов любят именно эту индикацию, потому что она может быть не настолько полезна, как дата или день недели, но зато она красива. Она красивее, конечно же, всех других усложнений. Ну, на мой взгляд, тоже, пожалуй. Ну, плюс здесь есть еще и практичность, да. Все-таки день недели отображается. Ну, потом на макро посмотрим более детально. Маленькой стрелочкой как раз вместе с фазами Луны.
Кстати, что касается цен по всем этим 3 часам, которые я сегодня показываю, оставлю ссылки в описании к ролику, сами посмотрите, какая будет актуальная цена. Значит, сапфир уже вам сказал, водозащита здесь 50 метров, то есть руки помыть, под дождь попасть без проблем. И, что немаловажно, здесь застежка бабочка, так что будет удобно в каждодневном использовании с этим ремешочком. По весу у нас, с учетом даже застежки, да, достаточно такой увесистый, всего-то 83 грамма, даже меньше. Так что на каждый день прям самое то. Вот у нас как раз стрелка специальная, которая отвечает за дату. 6 число сейчас показывает. Фазы Луны. Накладные метки. Красивое гильюше по циферу. Объемный логотип, кстати говоря. И классная отделка по корпусу. Ну и в данном случае сзади есть на что посмотреть. Здесь калибр ST1818. А теперь впервые на канале Tourbillon Seagull. Нечто особенное. Опа. Так, а что тут у нас еще? Да, слушайте, но хорош. Вот честно скажу, на рендерах, на фотографиях, конечно, не так. Очень много с часами именно так и происходит. Часы нужно смотреть вживую, ну или хотя бы на видосиках. Это Seagull Complications, уже роскошный люкс. И посмотрите, какие тонкие часы. И, конечно же, ручной подзавод здесь с турбионом. Ой, ну это, конечно, да. Обожаю часы на ручном заводе. Обожаю, когда нет ничего лишнего. Даты никакой вот другой вот ерунды. Здесь как раз тот самый случай. Все просто, все классически и только турбион. Ну, турбион всегда кстати. Значит, Seagull Complications. Здесь у нас референс есть. Вот такой вот референс. И что касается механизма, то Seagull ST8000, 19 камней, 20 на 1600 полуколебаний в час, запас хода 42 часа примерно. Ну и, как видите, турбион и 2 стрелки у нас. Ну, когда говорят, что а где секундная стрелка, она обязательно нужна. Мне кажется, вот на турбионе она как раз не нужна, потому что, ну уж вы точно понимаете, что часы у вас идут, потому что турбион работает. И лишнего, знаете, не нужно ничего. Вот здесь, пожалуй, вот в самый раз, потому что есть накладные метки для тех, кто любит, чтобы вот была объемность дополнительная на циферблате. Здесь оно есть. Классические сигаловские, кстати, а здесь стрелки, такие вот мечи, длинные метки, логотип China Made, причем China Made на дополнительном кольце, которое вот такое немножко скошенное идет со стороны ранта, и на нем минутная разметка. А на основной части циферблата только, собственно, часовая разметка, и есть еще такая мини-разметка у турбиона, который, ну, по большому счету, может заменять собой секундную стрелку. Здесь можно настраивать так часы и замерять секунду. Собственно, а почему нет? Водозащита здесь 50 метров, опять же, дождь, руки помыть, проблем никаких не будет. Сапфировое стекло, кожаный ремешок здесь из настоящего аллигатора, застежка бабочка. Ремешок, кстати, здесь высокого качества, он такой мягкий, он немножко с утолщением у места крепления к ушкам, то есть его не нужно будет, ну, где-нибудь так с недельку поносить, чтобы он приработался к вашему запястью, и дальше будете кайфовать, потому что хорошо отделанный ремешок из крокодила, из аллигатора, это, конечно, ну почти навсегда. И это здорово. Знаете, я вам вначале сразу сказал про размеры, и вот прям так и хочется посмотреть, а что же у нас получается. 41 по корпусу. Ну, корпус, видите, корпус сделан интересно. Он немножко сужается вниз. То есть у него самая широкая часть, это часть, где рант крепится к основной части корпуса. И по высоте, так, ну по высоте здесь 10 с небольшим миллиметров. Отлично, как для турбика, так вообще прекрасно. 21 у нас по ремешочку.
И от ушка до ушка 48,3. Ушки достаточно длинные, при этом такие достаточно широкие. И хорошо сочетаются с рантом, который здесь тоже такой немаленький. Ну и в целом, я бы сказал, такой, знаете, понятно, это классика. И знаете, что-то здесь есть такое перекликающееся в стилистике с GG LeCoultre Master, да, линейкой, которая, по большому счету, тоже классика, но такая с небольшими нотками спортивности. Это, опять же, спортивность не нужно воспринимать как что-то типа G-Shock. Это нужно воспринимать, что у вас такая условно вечерняя элегантность, но не строгая тройка или двойка костюм, а есть, скажем, какие-то такие элементы, которые показывают, что вы, собственно, тут как бы вот не просто такой вот малышок, да, в костюме. И здесь то же самое, да, чуть-чуть толстые ушки. Очень интересно сделан корпус. Посмотрите, верхняя часть рант, потом идет центральная часть корпуса, а потом идет нижняя часть корпуса еще отдельно, которой крепятся ушки. А основная часть корпуса, видите, да, здесь у нас такая вот прям фактура интересная сделана по всему корпусу. И дальше уже идет задняя крышка. То есть по корпусу они прям заморочили, сделали его максимально необычным. И мне это нравится. Слушайте, здесь есть за что зацепиться взгляду, помимо того, что, конечно же, в центре у нас турбион. При том, что основная часть циферблата сделана, да, по большому счету, вот в стилистике, я бы сказал, карманных часов еще. Но у Seagull вот такого плана дизайн, он достаточно распространен именно вот с турбионами. И мне кажется, это уже такая фишка, это уже узнаваемость. Ну и сзади, конечно, есть на что посмотреть. И здесь все открыто, и здесь нет никакого ротора. И как раз, ну, это просто прекрасно. Отделка потрясающая. На такие часы хочется смотреть просто-таки постоянно. На запястье, да, 18,5, отлично сидят, просто шикарно. Ушки идут сразу вниз, прям загибаются вниз, и ремешок обхватывает запястье. Ну, это прям, это хорошо. Это удобно. По весу. Здесь застежка-бабочка. И вес 84 с небольшим грамма. Но кто давно смотрит канал, подписан на канал, он знает, что такое Seagull, он знает, что такое большая китайская тройка. Бейджин, Seagull и Шанхай. И уже давным-давно не удивляется качество отделки и крутизне часов. Ну, вы посмотрите, просто все отражается, зеркальная поверхность. Восхитительно. Но опять-таки, повторюсь, мы другого от Seagull и не ждем. Ну, к тому же, эта серия Complications, это уже топ качества, которая срубает призы на европейских и международных конкурсах. Что хочу сказать по итогам. Ну, понятно, что модели все три абсолютно разные и разного ценового сегмента. И понятно, что у нас здесь Uber Lux есть, который просто будет украшать любую коллекцию и на механизм которого всегда будет приятно посмотреть. Ну, у нас есть доступный механический хронограф надежный с историческим дизайном и историческим наследием. И у нас есть очень красивый такой лунная модель на каждый день с шикарным качеством отделки, при том, что вот эта модель уже достаточно доступная. Поэтому, на мой взгляд, все три модели легко могут поместиться в любой коллекции, но в целом, если выбирать, то, наверное, здесь не должен так стоять вопрос, потому что, ну, это разные часы для разных ситуаций, для разных историй. У меня в личной коллекции уже было несколько моделей Seagull 1963, да, их исторический хронограф. У меня и классика была, турбиона еще не было, поэтому лично я, наверное, выбрал бы турбик, потому что, ну, он просто потрясающий. И, конечно же, швейцарцы в эту цену и в 2, и в 3 этих цены ничего близко предложить, конечно же, не могут и, наверное, уже не смогут. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.